Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит или будет для вас неожиданно? Старинный цыганский пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет, что случится со дня на день на такой короткий период. Может быть, это буквально вот то, что нам покажут карты, случится, в течение сегодня, завтра, нескольких дней. Но все же иногда это неделя и больше. Мы все разные, да, хоть объединяет один знак зодиака, а все же судьбы у каждого разные. Итак, что случится? Чего ждать, скажем, в ближайшие дни для вас? Именно на действия больше работает этот пасьянс, буквально демонстрирует, с чем могут быть связаны события. Вот давайте будем узнавать для водолеев, что же там со дня на день. И пусть это будет больше радости, да, так оно и есть. Напоминаю, мы можем в нашем пасьянсе складывать крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Корабль. С одной стороны, один из символов Меркурия, и это перемены, то есть где-то что-то будет меняться вот-вот, буквально. Но прописано в пасьянсе исполнение желания. Есть желаний, колчан со стрелами, но у вас одно желание, вот это первое значение, которое совпадает, что-то у вас получается, мои дорогие водолеи. И есть повод для радости, скажем так. Чем-то вы останетесь довольны. Идем дальше. Вопросы дома. Вопросы места пребывания у вас или проживания. У кого-то аренда, а у кого-то купля-продажа. Все-таки мы все разные, да? Или вы пусть какие-то сопутствующие вопросы. Может быть, дома кто-то делает ремонт, кто-то порядок наводит. Вот, кстати, очень символично. В феврале порядок такой глобальный дома навести. Это, знаете, как себя где-то и мысли заодно привести в порядок. Именно заодно, что я имею в виду? Мы когда пространство меняем, поверьте, это как магия работает. Потом пространство меняет нас. Но вот этот момент, он, видимо, для вас будет работать особенно как-то. Хотя, конечно, это не обязательно стены, это еще и домочадцы, это близкие, это те, кто в доме. Идем дальше. Что тут еще? Денежки, получение денег или решение вопросов, которые касаются с деньгами, денег. Может быть, это вы будете что-то и просчитывать. А ведь и правда, смотрите, я сказала, Меркурий на пороге перемены, а у вас выпадают часы. Часы прописано добрые перемены. Вот вы на пороге. Раз перемены исполнения желания и добрых перемен. Какая-то конфигурация пространства, хочется сказать, для вас в вашу пользу. Вы можете переживать, кстати. Что-то тут задумал Водолей, это факт. Что-то задумал, но еще, видимо, пока сомневается. Потому что вот цепи, сердечная тяжесть, то есть это где-то мы обдумываем, да. Мы еще не знаем, как к этому подступиться, мы пока еще только предполагаем, но что получится, не получится, неизвестно, это точно. Потому что есть у вас, может быть, знаете, как план А, план Б, план С. Или есть план минимум и есть план максимум. Так вот вы что-то задумали, и что-то исполняется быстро, да, что-то и решается быстро. А у нас весь февраль, опять же, такой, когда может как раз быть своеобразным стартом, стартом в будущее, мои дорогие. Это очень символично, и вы как раз посмотрите накануне 1 февраля этот расклад, ну, по крайней мере, для тех, кто смотрит регулярно. А 1 число у нас будет полнолуние февраля. И это период закрытия гештальтов. Вот, кстати, 2-3 дня плюс и минус, да, до этой даты оказывают на нас особенное внимание. Но дело в том, что эта дата, 1 февраля, это только, знаете, как билет в будущее. И очень символичен ваш расклад, поэтому я так подробно останавливаюсь. Но я опубликую в сообществе, допишу статью, вернее, еще напишу, еще не приступала, времени не хватает категорически ни на что, на все мои планы. Так вот, но вам скажу, смотрите, 1 февраля, если мы говорим закрытие гештальтов, полнолуние. Полнолуние- это всегда высвечивает те вопросы, которые уже
дошли до конечной точки, да, уже какой-то маршрут пройден. Пора уже делать выводы и идти дальше. Поэтому тут правда, тут что-то может достигать пика, кульминации. Это где-то на уровне ваших ощущений, желаний. Тут именно нужно идти, знаете, как какое-то самодоверие, оно присутствует. Э, Прочувствовать душой, вот где мое место, где мое хорошо, чтобы сделать какой-то правильный выбор. Дальше у нас 17 февраля, это у нас будет новолуние. И новолуние — это всегда новая какая-то энергия, но она тоже где-то включает в себя те вопросы, которые мы не успели завершить. Или то, что мы еще, ну, как подгребаем какие-то хвосты, доделываем, да. Ну, в принципе, с учетом Сатурна, то мы можем, ну, вот и даже до конца июля еще что-то постепенно обустраивать, доводить уже до какого-то логического конца. То есть тут не за один день врут. Раз, все закончилось. Нет. Но если мы говорим о феврале, новолуние 17, да, и это одновременно дата коридора затмений, начало, который продлится до 3 марта. Поэтому мы уже видим, что постепенно какие-то события, вот проанализируйте прежний период, как это вот нас, как будто жизнь вела к какому-то итогу, дополняла где-то то, о чем мы мечтали когда-то прежде. Может быть, тут сложилась конфигурация возможностей, когда мы можем к чему-то приступить, или когда у нас есть к этому и предпосылки, и вроде внешние события даже подталкивают. Но с 17, да, мы говорим, начинается коридор затмений. И, внимание, 2 даты. По нумерологии важная дата будет 26 февраля 26 года. Именно нумерологию я имею в виду. И 28 февраля — это у нас парад планет. Самые важные планеты, которые оказывают влияние на нашу жизнь, выстроятся в один ряд. И вот тут, правда, какая-то ситуация достигает не просто пика, а вот какие-то гештальты мы закрываем. Как знаете, мы находимся между двух зазеркалий. Зазеркалье прошлого, зазеркалье будущего. И тут вот преломление такое идет реальности. Мы можем чувствовать некоторую невесомость. Невесомость, потому что непонятно, как поступить. Что-то прошлое не вернешь, но почему-то вот оно мне теперь возвращается в виде, ну, как возможность реализации, да. Или пусть это, знаете, какие-то предпосылки начальные. Поэтому тут могут быть очень сложные вопросы, когда мы именно внутренне определяемся с чем-то. Ну, может быть, и с кем-то, но тут скорее у вас какая-то история, которая касается именно того, что какое-то ожидание, может быть. Вот я говорила, да, увидев сердечная тяжесть, почему я начала так подробно. И выпадает листва. Что-то вы вот именно сейчас можете сделать. И что-то уйдет в план максимум. На какой-то более продолжительный период. То есть вот эти перемены, они продолжаются. Пока с вами долго говорила, смотрела, что мы можем соединить. Не вижу я тут совпадений, поэтому идем с вами дальше. И наш следующий вопрос. Что идет в вашу жизнь? Что будет дальше для вас, мои дорогие водолеи? Снова про выбор. Тут может быть и такой выбор, как ваш собственный. Вообще тут ситуация какая-то патовая, даже у кого-то может быть. Мы ищем выход, мы его находим. Вот по этой карте железно. Но у кого-то это может быть так, когда какой-то человек сделал выбор. И вы как перед фактом поставлены. Но тогда это тоже пика достигает уже какая-то ситуация, когда следом и вы будете делать выбор. Праздник, мои дорогие. Поэтому тут, правда, серьезный выбор. Любовь. Ну, у кого-то и любовь, жизнь в паре или какие-то отношения. Может быть, это дружба, может быть, это близкие. Двойка кубков, конечно, это карта и дипломатии одновременно. Где-то она подсказывает, что вам придется все-таки с кем-то договариваться, марку держать на любых поворотах. Дипломатия — это основа всего. Многие вопросы именно мы можем через или как решить, или обговорить хотя бы, да, прояснить, через диалоговую форму. Все же все решают люди, а наша задача с ними договориться. Но у кого-то напрямую есть разного рода вопросы, разный может быть выбор. У кого-то и жилья касается, может быть, и работы, потому что деньги, но и одновременно и личная жизнь. Как будто все важно. Так что же будет дальше? Но на всякий случай приготовьтесь, что в принципе много будет работы.
Причем эту работу, видимо, придется, ну, где-то часть основную доводить до конца самому. И для этого совершенно необходимо, ну, правильный график, наверное, составить. И если не график, более того, ведь эта карта говорит: "Успевай отдыхать", иначе уставшие люди делают ошибки. С учетом того, что у вас на кону может что-то очень серьезное стоять, поэтому себе какой-то таймлайн или дедлайн вам придется организовывать. При этом так более рационально относиться к времени, что будет дальше. Потому что мы рискуем, если мы включимся сразу в кучу каких-то дел или где-то мы себе запланируем что-то, что лично вы осуществить не сможете, то мы потеряем и время, и силы, и энергию. Конечно, нам тут говорят: "Делегируй". Поэтому, может быть, не во все вопросы надо включаться, а если вот именно какой-то конкретный человек может выполнить эту работу или сам решить какой-то вопрос, то вот тут нужно именно делегировать ему. Не браться за все самому или не обещать того, чего вы не сможете осуществить. Вот будьте внимательны, мои дорогие. Вторая карта. Что вас удивит или появится неожиданно? А вот то, что вопрос, да, листва — это ожидание. Какой-то быстро не решается. Что это еще? Что вас удивит или появится неожиданно? Ух ты, а тут может весточка какая-то прилететь. В этот период, ну, могут какие-то ситуации, я уже говорила об этом подробно, из прошлого возвращаться. Более того, если это было с каким-то человеком связано, ну вот, может быть, и не повторить какую-то ошибку, не попасть в двойственную ситуацию, в зависимую ситуацию. Иногда ведь это карта жертвы, мои дорогие. Где-то это может быть связано вот со всем тем, что я только что сказала по десятке жезлов. Набрали какой-то ответственности, набрали работы, и выдохлись, да. Ну вот на времени у нас на все не хватает. Вот вдумчиво подходите к каким-то проектам. Не беритесь, правда, за кучу дел. Для вас важно, может быть, одно-два каких-то дела, да. Одно как план минимум, а второе как план максимум. Ну, вот и время, видимо, вам тоже приходится и силы рассчитывать. Но я допускаю, что какие-то весточки из прошлого тоже могут прилететь. Рыцарь кубков. Хотя, с другой стороны, для кого-то вот у вас исполнение желания первое, да, и ключевое значение, как что-то меняться будет. Так вот, для кого-то следующая ведь радостная карта. Это карта подарков, кстати, или хорошего настроения, комплиментов, ну, может быть, и даже новых знакомств. Но, правда, не говорят, ты не замечтайся, не говорит карта, что это будет продолжаться долго. Но вдохновить какой-то человек вполне таки себе может. Может быть, это для кого-то одна патовая ситуация, одно какое-то ожидание, одна какая-то путаница. Решилась. Но есть еще вторая, мои дорогие. Вот может быть и так. То есть, ну, мы все разные. Тем не менее, посмотрите, деньги есть, деньги будут. Возможность заработать деньги. Но девятка, нумерология — это пороговое значение, вибрирующее число на пороге перемены. Как будто сохрани, водолей, эти денежки, они тебе скоро пригодятся. Что вас удивит? Да точно могут пригодиться, может быть, для того, чтобы какие-то документы оформлять. Иногда надо проплатить, извините. Ну, какие-то пошлины, да, необходимые. По аркану правосудия, ну, у кого-то и вопросы в суде, почему нет? Или, ну, что-то связано именно с какими-то институтами государственными, учреждениями. Карта будет говорить точно так же о том, что у вас, что удивит. Может быть, вы ищете выход, опять же, да, из какой-то сложной истории. Тогда она будет говорить, что тебе может помочь закон. Или тебе, водолею, может помочь какая-то бумага. Тогда обратиться к юристу, к адвокату. Или пусть это чего-то другого вот касается. Тут нужно сделать что-то не на авось, не может быть, потом разберусь, а вот именно буквально с какой-то точкой. Буквально документ вам помогает, мои дорогие. Потому что со знаком плюс эта карта как раз и проигрывается. Иногда это, кстати, карта кармы. Поэтому есть какой-то судьбоносный, назовем, вопрос, что я имею в виду. Ну, какая-то тема, явно она не новая, но вам ее нужно будет решить в течение февраля. Или, по крайней мере, понимать четко ваше направление. Это точно. Здесь может быть и такая конфигурация, когда
Нам действительно, как добрые дела, пространство, Вселенная, да, судьба возвращает. Пусть это через помощь других людей, руками, как я говорю, других людей. Но точно так же, если мы какой-то ляпсус совершили, ошибку будем говорить, тут нам тоже судьба вернет на доработку, чтобы мы сделали работу над ошибками. И тогда вот вам, мои дорогие водолеи, нужно все-таки в феврале быть очень внимательным, чтобы вот что-то у вас шло или все у вас шло в согласии с законом. Может быть, буквально где-то собой не рисковать. Вот зря, да? Вот предельное внимание к тому, как оно должно быть. Может быть, традиция, да, в той местности, где вы проживаете. Законы, да, вот то, что писано или то, что принято. Я такое тоже допускаю. Каким-то образом вам все это помогает. Поэтому, если чего-то не знаете, лучше сразу доузнавать. Да, на кону совершенно новый образ жизни, может быть, даже как образ жизни. Вы себя можете буквально изменить, и это вас где-то удивит. Вам захочется каких-то новых горизонтов, нулевой аркан. Сил будет достаточно, мои дорогие, для реализации. Но опять же карта говорит, не свались с этого обрыва. Будь-ка ты внимателен. Смотри, куда ты вступаешь буквально. Поэтому вступай уверенно, но осторожно. То есть, что это значит? Мы можем даже по зыбкой топе какой-то идти, но четко выверяя каждый шаг. Вот что-то подобное. Потому что, посмотрите, правосудие, деньги, радость, но первая карта повешенной. Где-то, понимаете, не пойти как на сделку с самим собой. И тогда ты себя не загонишь в какой-то тупик. Первая карта повешенный, а вторая карта нулевой аркан. Не сглупить все-таки нужно, потому что на кону новый этап жизни. И это, знаете, такое как бы значение, когда у нас возможности сами по себе появляются, когда мы можем даже путешествовать, когда перед нами вообще горизонты другие открываются. Очень вдохновляюще. Вам что-то будет нравиться. Да, это факт. Ладно, что изменит вас, может быть, или будет меняться само по себе? Вокруг вас, может быть, какие перемены вообще? Как изменится ваша жизнь в ближайшие дни? Вы получите новость, которая вас заставит несколько скорректировать ваши действия, активность, может быть, даже направление. Будет конкретно какая-то данность, которая придет с человеком, может быть, это и документ, когда вам действительно придется что-то просчитывать. Причем просчитывать так, если вы что-то задумали, и вот все то, что я говорила по аркану правосудия, так, чтобы это вас сохраняло, буквально где-то защищало. Карта будет говорить, и все же будет какой-то компонент, когда вам надо будет от чего-то отказаться. Мы ведь тут тоже отказываемся от чего-то, да? Потому что по-другому выбор невозможен. Но и сам по себе выбор – это как минимум два каких-то номинала, а выбрать нужно один. Один мы взяли, значит, второй уже все не возьмем. Это уже какой-то отказ. Поэтому имеется в виду выбор, и карта дает подсказку. В какой сфере жизни или в каком вопросе. Вот так вот будьте честны сами с собой. Вы можете себе сказать: "Вот именно в этом деле я сделал или сделала все, что могла". Вот стало быть, вот где-то в этом это как критерий, что там и не будет что-то продолжено. Тут именно новое направление, у кого-то обучение. По этой карте может быть человек, который вам приходит на помощь. Что я имею в виду, когда выпадает рыцарь Пентаклей в моих раскладах, как в нашем окружении есть человек, который нас может выручить деньгами или может выручить дельным советом. Буквально, может быть, человек был сам в подобной ситуации или он владеет темой, он может, к примеру, посоветовать, как разрулить какую-то тему, вопрос, которая вот для вас будет актуальна. К какому чиновнику обратиться или какой порядок предусмотрен. Это не имеется в виду, мы много о себе рассказываем и со всеми свои вопросы обсуждаем. Нет, нам нужен вот один какой-то как эксперт-специалист, и он как будто в вашем окружении есть. Ваша задача его найти. И это могут быть вопросы, связанные с документами, или с какими-то согласованиями, соглашениями. И точно так же это могут быть деньги. Вы как будто останетесь довольны.
как изменится ваша жизнь. Ух ты, вам высшие силы помогают. Но оно и по пасьянсу также. Смотрите, тут как будто да, тут вы не одни, тут явно есть группа поддержки, или вы можете найти такого человека. Вы останетесь мало того, что довольны, но у вас мы иногда по шестерке пентаклей как раз и говорим помощь высших сил. Это карта баланса. Одновременно это карта финансового успеха. Поэтому тут могут быть даже такого рода конфигурации, когда, ну, может быть, и сложилась какая-то тема, вопрос, который, ну, вот вы не можете решить прямо сейчас. А если вы разобьете на подпункты, то по подпунктам вы этот решить вопрос сможете. Более того, занимаясь каким-то конкретным делом, да, вот действительно, разбейте на этапы, разбейте или составьте себе тезис-план. Взялись что-то, да заодно довели до ума, допустим, да, потом другое. Тут нельзя быть в какой-то хаотичности, понимаете? Где-то об этом тут тоже говорят. Потому что за все возьмешься, ничего не получится. А если разобьете вот так ступенчато, то тогда вы победители, по сути дела, ведь любая шесть– это победа. И более того, и нужных людей мы по этой карте встречаем. Вот именно в тот момент, когда они нам нужны. Мы-то думать можем по-разному, но вот именно направление, вот иногда паш мечей, я говорю, есть такие колоды, где даже прорисовано, да, и значение таково, что как будто мы собирались идти в одну сторону, или мы собирались предпринимать какой-то один метод, а потом мы делаем выводы, что не, это не сработает. Или куда мы там собирались, а вообще туда не имеет смысла ехать и собираться-то в принципе. И вот это направление вы меняете. У кого-то это может быть именно с новости какой-то. И вы скажете себе правду, что нет, вот так я не хочу. Где-то и вы измените, как свое направление. Приготовьтесь к тому, что тут не только в ближайшие дни, а в принципе где-то в феврале время важных выводов и решений. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные искренние комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.